Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. А также передаю большой привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже в этом сезоне, да, получается, работали. Даже с этим цветом. Итак, новички, кто еще не работал, смотрите, ниточки называются Ярнард Бегония. Так, что это за ниточки? В 50 граммах находится 169 метров, и это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Цвет на камеру передается, в принципе, такой, какой есть на данный момент. Итак, цвет 6309. Записывайте кому, если понравится цвет. И здесь нам говорит производитель, берите крючок аж 3,5 миллиметра. Но как бы по моей плотности это будет слишком много, поэтому я беру 2 миллиметра. Вы берете любую пряжу, какая у вас есть, не обязательно такую же. Точно так же читаете аннотацию, какой крючок вам предлагают, смотрите на свою плотность и подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, смотрите. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. В силу того, что у нас ниточка тоненькая, крючок тоненький, давайте я наберу 4 раппорта. Да, это получается 40 петелек. Еще одну петельку дополнительную, чтобы узорчик ровно закончился, будет 41 воздушная петелька. А вы набирайте, сколько вам необходимо. Итак, для начала, как всегда, петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Так? А теперь начинаем. 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. вот мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, да, как бы предлагаю, можете делать, можете нет, но новичкам как бы предлагаю сделать дополнительный ряд столбики с накидом. Ну, чтобы не растеряться по началу в воздушных петельках. В столбиках вы точно не растеряетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку аккуратненько. Раз, два, три, 4, 5. Накид. И вот в эту пятую петельку провязываем столбик с накидом. Оп, оп. Накид. В следующую петельку опять нырнули и опять вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Итак, мы аккуратненько идем в каждую петельку, ныряем и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. Сколько петелек у вас было, сколько вы набрали, столько должно получиться столбиков. То есть в моем случае я набирала 41 воздушную петельку, должен получиться 41 столбик, а вы контролируйте себя, сколько у вас было петелек. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема это тоже столбик с накидом, имитация столбика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно, да, встречаемся в конце ряда. Не сложно? Не сложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики аккуратно и готовы. Теперь мы точно не запутаемся в наших петельках, потому что в столбиках запутаться невозможно. Итак, наш узорчик. Воздушная петелька, поворот, и сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. В столбиках пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. 2. Воздушная петелька. И опять возвращаемся и провязываем третий столбик с накидом. У нас сформировалась вот такая вот, ну, назовем ее метелочка, да? 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Отсчитываем, пропускаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый провязываем столбик без накида. Вот такая вот картина. Дальше будьте внимательны. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Возвращаемся к нашему столбику, а именно вот верхняя петелька и боковая петелька. Захватываем их. Берем ниточку и протаскиваем через эти 2 петельки и через петельку на крючке. Так? У нас получается вот такая загигулька, назовем ее, она называется, да, пико, мы назовем ее загигулькой. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Пропускаем опять 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И в пятый столбик ныряем,
провязываем столбик с накидом. Раз, воздушная петелька. Еще раз сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька. И еще раз столбик с накидом 3. То есть мы провязали с вами точно такую же метелочку, какую мы провязали вот здесь. Дальше видим, да, 3 воздушные петельки. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5 столбик ныряем, провязываем столбик без накида. И повторяем нашу вот эту вот загигульку под названием пико. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся вот к нашему столбику. Видите, одна горизонтальная полосочка, одна вот вертикальная, самая первая. Так вот мы берем, получается, верхнюю горизонтальную и боковую вертикальную. Вот 2 петельки. И протягиваем ниточку через 2 петельки и через петельку на крючке. Вот наша загигулька, наша пико. Все. Далее опять идет повторение. Вы делаете 3 воздушные петельки, метелочка, 3 воздушные петельки, пико. 3 воздушные петельки, метелочка, 3 воздушные петельки, пико. И так далее до конца ряда. Договорились? Все, давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наша первоначальная красота. Закончили мы ряд точно так же, как и начали. Да? Вот наш столбик без накида, и мы тоже закончили столбиком без накида. Теперь второй ряд. Провязываем 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Поворот. Теперь делаем накид. Идем к нашей метелочке. 3 столбика. К самому первому столбику идем. Присоединяемся и вытягиваем ниточку. Смотрите, как провязываем. Вначале 1 петелька, потом 2 петельки и потом 2 петельки. Пока повторяйте, потом поймете принцип. 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся к среднему столбику метелочки и за средний столбик провязываем еще одну метелочку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 3. Вот, за средний столбик мы провязали еще одну метелочку. Далее 2 воздушные петельки, и теперь будьте внимательны. Накид. Вот мы берем наш третий столбик, да, получается, ныряем в третий столбик, вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите как, 1 петелька, 2 петельки. Мы как бы немножечко удлиняем наш столбик. И стоп. Дальше мы не провязываем, 2 петельки на крючке. Дальше мы делаем накид, перепрыгиваем нашу загигульку под названием пико к следующему, получается, метелочке, к самому первому ряду, первому столбику. Ныряем в первый столбик, вытягиваем ниточку и опять провязываем столбик с накидом, 1 петелька, 2 петельки. И когда у нас 3 петельки на крючке, мы их провязываем вместе. Понятно? И у нас получился вот такой вот ромбик, в основании которого лежит вот эта вот загигулька наша, да, такой вот бриллиантик. Идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. За центральный столбик ниже стоящего ряда провязываем столбики, делаем метелочку еще одну. Раз, воздушная петелька, 2, столбик с накидом, воздушная петелька и 3, столбик с накидом. Вот, получается опять над метелочкой, видите, как и здесь, еще одна метелочка. Дальше будем делать вот такой вот ромбик красивый. 2 воздушные петельки. Раз, два. Берем, вместе будем провязывать третий столбик, да, нашего вот этого метелочки и первый столбик следующей метелочки. Итак, накид. Взялись за третий столбик, вытянули ниточку, провязываем 1 в начале петелька, потом 2 петельки, вытягиваем наш столбик. Ну, иначе вязание зажулькается, так вот стянется. Накид, 2 петельки на крючке, накид. Дальше в первый столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 1 петелька, 2 петельки. И когда 3 петельки на крючке, провязываем вместе. Оп. Вот, еще один ромбик, да, видите? Вот, вот они ромбики наши, в основании которых лежат наши пико. Все, и далее опять повторяем. Опять 2 воздушные петельки, и опять за центральный столбик будет провязываться метелочка. У нас еще одно пико есть, тут тоже будет ромбик, тут будет еще одна метелочка. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда я вас встречаю, показываю, как будем заканчивать ряд. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш ажурчик растет. Вот мы дошли практически до конца, сделали последнюю метелочку, 2 воздушные петельки, и смотрите, как мы заканчиваем. Для начала делаем накид, в третий столбик, получается, ныряем, провязываем точно так же. Вначале 1 петелька, 2 петельки, стоп, 2 петельки на крючке. А вот здесь, получается, мы будем присоединяться к столбику без накида, и чтобы нам выровнять край,
Помните, да, мы вначале набирали 5 воздушных петелек. Здесь мы будем делать столбик с 3 накидами. Раз накид, 2 накид, 3 накид. Итак, ныряем в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. И когда 3 петельки на крючке, провязали их все вместе. Понятно? Вот у нас такой будет высокий столбик. Вместо этого столбика у нас в начале ряда были 5, получается, воздушных петелек. Поняли, да? Вот такая красота. Идем дальше. Получается, наш сам раппорт узорчика, да, на этом заканчивается. Дальше будет повторение. Просто повторение будет в шахматном порядке. Итак, для начала делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 3 петельки подъема, имитация столбика. Поворот. И теперь по узорчику воздушная петелька. Итого получилось 4 воздушные петельки. Дальше накид. Ныряем сюда же и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот наша, получается, метелочка. Раз, два, три столбика. К центральному столбику присоединяемся столбиком без накида. Далее будем провязывать наше пико. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся к столбику. Беремся за 2 петельки и протягиваем ниточку и через петельку на крючке. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И получается, там, где наши 2 столбика соединялись, да, вот формировали ромбик, здесь мы будем делать метелочку. Беремся за верхушку и провязываем 3 столбика с накидом, между ними по одной воздушной петельке. Итак, столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 3. Поняли, да? Вот, мы повторяем самый-самый первый ряд, помните? Метелочка, пико, метелочка, пико. Вот у нас здесь получается, пол метелочки, да, пико, метелочка, дальше будет пико. Опять 3 воздушные петельки. Присоединяемся к центральному столбику метелочки, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петельки и опять делаем пико. Все. То есть мы повторяем самый первый ряд. Ну да, он будет вот таким вот небольшим смещением. Видите? Вот у нас одно пико, а здесь уже, видите, уже 2. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаю вас. Угу. Давайте. Так, смотрите, растет наш ажурчик. Смотрите, мы закончили ряд точно так же, как и начинали. То есть здесь у нас пол метелочки, да, всего лишь 2 столбика. И здесь 2 столбика мы провязали именно там, где, помните, провязывали вместе столбик и столбик, получается, с 3 накидами. Вот. Далее продолжаем. То есть мы будем провязывать второй ряд нашего узорчика. То есть будем формировать ромбики. Итак, для начала мы здесь делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. И опять возвращаемся сюда же и провязываем пол нашей метелочки. Помните, да, у нас метелочка была над метелочкой. Далее наша с вами задача. 2 воздушные петельки. Раз, два. И теперь смотрите. Делаем накид. Беремся за столбик. Да, он у нас по идее должен быть 3-м столбиком, да, нашей метелочки. Провязываем 1 петелька, 2 петельки, стоп, накид. И переключаемся, перепрыгиваем наше пико, переключаемся к следующей метелочке, к первому столбику. Вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2 петельки. И когда 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Оп, вспомнили? Вот наш ромбик, и в основании ромбика лежит пико. 2 воздушные петельки, вспоминайте, да? И получается вот наша метелочка, первый столбик, второй, третий. И к центральному столбику, ко второму присоединяемся и провязываем метелочку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Столбик с накидом 2, воздушная петелька. Столбик с накидом 3. Вспомнили? Все. Давайте до конца ряда провязываем точно так же, как мы провязывали второй ряд, формировали вот такие вот ромбики с метелочками. Давайте. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда, заканчиваем точно так же, как и начинали, да, помните, у нас здесь пол метелочки всего лишь. Вот наши ромбики сформировались с пико в центре, вот, видите. Дальше, получается, мы с вами повторяем самый-самый первый ряд, то есть у нас всего, получается, вертикальный раппорт 4 ряда, 1, 2, 3, 4, и дальше это повторение опять, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, поняли, да? То есть вот здесь мы, получается, делаем 1 воздушную петельку, поворот, и сюда же нырнули, провязали столбик без накида, и вспоминаем первый ряд. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и дальше у нас идет метелочка.
Метелочка у нас, мы помним, да, там, где у нас соединяются 2 столбика. Берем за верхушку, так, и провязываем сюда 3 столбика с накидом. Раз, воздушная петелька, 2, воздушная петелька и 3. Поняли, да? Вот, как самый-самый первый ряд. Потом у вас будет метелочка, метелочка, да, ромбик, столбики. Метелочка, метелочка, ромбик, столбики. Метелочка, метелочка, ромбик, столбики. И до нужного получается размера образца. Понятно, да? Я приложу сюда схемку. Схемка, в принципе, читабельная. Те, кто разбирается по схемкам, проконтролируйте сами себя, да. Смотрите на схемку, бежите. Новички, кто не умеет разбираться по схемкам, я вас уверяю, что схемка будет очень легкая. И вы посмотрите, что мы с вами провязывали, сравните со схемкой, поймете, где воздушные петельки, где столбики, где пико. Так что учитесь. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Ажурчик. Ажурчик получается у нас двусторонний. Выбираете любую сторону, она у вас будет лицевая. И, пожалуйста, топик ли, маечка, палантин ли. Либо это летняя пряжа, либо это демисезонная пряжа, либо это зимняя пряжа. То есть палантинчики, да, из такой пушистой нежной пряжи. Классно будет смотреться. Смотрите, по итогу у нас метелочка-метелочка, ромбик, да, с пико. Метелочка-метелочка, ромбик с пико. И они располагаются в шахматном порядке. Необычно, согласитесь, как бы неожиданно интересный ажур, да? То есть он будет останавливать взгляды по-любому. Давайте замерим. Вот если, например, моя пряжа, да, моя плотность вязания, мой крючок и так далее. То есть в моем случае сколько это будет, учитывая, что я набирала 41 воздушную петельку, это будет, ну вот, 14-14,5 сантиметров. Если вы будете взять палантинчик, вы сделаете по краешку кромочные столбики, и у вас будет краешек ровный. Поняли, да? То есть, ну как вот, здесь краешек ровный, здесь тоже обвязочку. Еще какой нюанс. Я остановилась на пико вязать, специально, чтобы вам показать. Если у вас будет, например, палантинчик, да, то есть нужен был ровный край, вы здесь на этом этапе остановитесь, но пико не делайте, просто делайте столбики. Понятно? То есть у вас будет метелочка, просто обычный столбик без накида. Метелочка, столбик без накида. То есть пико не делайте. Понятно, да? Итак, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и первый ряд 12. 12 получается у меня рядочков. Сколько это будет? Это вот, ну, практически 11 сантиметров. То есть вот такой вот интересный узорчик. Вот такая вот красота. Вот такой легкий, воздушный, будь то для летних вещей, да, будь то для, так скажем, красивых вещей на выход, палантинчики, да, то есть шарфики ажурные. Будет очень-очень здорово. Да даже если это будут кофточки, топики, маечки, тоже будет шикарно. Берите любую пряжу, пробуйте, экспериментируйте, вы большие-большие дизайнеры. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Акцентирую на этом внимание, потому что просмотры есть, лайков мало. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний колокольчик должен быть темненьким, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями и подружками. Сохраняйте себе в плейлисты понравившиеся видео. Справа внизу под видео находится плюсик. Вы можете сами создавать свой плейлист, сами его называть, сохранять видео и смотреть в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.